Побережье Древней Сирии было домом для многих могущественных древних царств, память о которых канула в лету ко времени завоеваний Александра Македонского. Потрясение предыдущих эпох и смена климата привела к тому, что многие поселения северо-западной Сирии при первых диадохах лежали в руинах. Сирия не могла похвастаться удобными гаванями, сравнимыми с Финикией, и потому вместо цветущих городов к эпохе Александра на побережье находилась лишь россыпь небольших деревень и городков. Там, где, по словам Ритора Либания, Лавр склоняется над покоренным Аронтом, в долине Великой реки возник новый центр эллинистического мира – сирийский Тетраполис. Жемчужиной сирийского четвероградия была величественная Антиохия, основанная Селевком I как западная столица Селевкидской империи. Крошечное храмовое поселение Мероя с храмом богини Анат исчезло под гипподамовой решеткой кварталов. Город был заселен колонистами из Македонии, и, подобно прочим эллинским поселениям в Сирии, помыслы его жителей, их процветание и сама их судьба были тесно связаны со Средиземным морем. Оттуда, с запада, регулярно прибывали новые группы переселенцев, поселяясь в городских кварталах, носивших имена их далекой родины. Так на берегах сирийского Аронта появились Родосский, Эфесский, Фессалийский, Биотийский, Критский и многие другие кварталы. Рост города зависел от новых партий переселенцев, то замедляясь, когда в Средиземноморье сотрясали войны, то ускоряясь, когда богатства Востока влекли новых колонистов. Ко времени римского завоевания, несмотря на затяжной кризис и тяжелые войны, население города составляло около 300 тысяч свободных граждан, не считая огромной массы рабов, что делало Антиохию одним из крупнейших городов античного мира. Местные общины арамеев были каплей в Эллинском море. Многие из них довольно быстро переняли греческие имена, язык и нравы, став равноправными гражданами великого города. Арамейских имен или следов арамейского языка в Антиохии эпохи эллинизма практически нет. Поросшие лесом, изобилующие родниками склоны сирийских гор мало чем отличались от привычных пейзажей старой Эллады. С собой колонисты принесли родные топонимы и древние мифы, и вот, по антиохийской версии, уже в сирийских горах Геракл совершал свои подвиги, на далеких берегах высаживались герои Троянской войны и творили чудеса олимпийцы. Новые поселения носили названия мест из Фессалии и Македонии, названия гор и рек вторили именам из Эллады, и сама память о прежних именах постепенно стерлась. Древние сирийские божества стали нимфами и наядами, и само хтоническое чудище, которое виделось в разливах Аронта древним арамеем, стало речным богом Аронтом, замеренным богиней Тюхе или же могучим Гераклом. Но чем дальше мы удаляемся от берегов Средиземного моря, тем тоньше становится налет эллинизации. К востоку от долины Аронта, перемежаемая невысокими горами, разливалась сирийская степь. Лишь в Средневековье она станет пустыней, пока же каменистые участки чередовались со степными просторами, изобиловавшими дикими зверями. Вода в степи до самых Ефратских берегов была редкостью. Реки пересыхали, многие источники были непригодны для питья. Вдоль царского тракта располагалась цепочка эллинских военных поселений, но они не могли сравниться с великими полисами Западной Сирии. Многие из этих поселений вырастали поверх теллей, курганов, под которыми покоились древние города погибших царств. Контроль над главной артерией Селевкидского царства, соединявшей столицу с восточными сатрапиями, был жизненно необходим, и многие потомки Селевка предпринимали попытки освоить эти негостеприимные степи. Наглядный пример – огромный город Лаодикея на Ефрате, которая замышлялась как новый мегаполис в Северной Месопотамии. Город изначально был рассчитан по меньшей мере на 100 тысяч жителей. Была возведена агора, театр, расчерчена сетка кварталов. Однако замыслу так и не суждено было воплотиться. Расчерченные кварталы внутри огромного города так и не были застроены и превратились в пустыри. Жизнь теплилась лишь в хорошо укрепленной цитадели и нескольких деревнях в хоре города. Однако помимо сурового климата, редкости источников питьевой воды и удаленности от моря, в сирийской степи была еще одна угроза – воинственные кочевые племена. Накануне завоевания Сирии ахименидами в VI веке до нашей эры процветавшие сирийские города приходят в упадок. На их руинах селятся выходцы из Северной Аравии. Многие из них предпочитали жить не в городах, а в шатрах и кочевать по бескрайним просторам от аравийских песков до царских земель в Месопотамии.
Некоторые племена постепенно переходили к оседлому образу жизни, обучаясь искусству добывать воду в выжженной степи и выращивать финиковые пальмы – основной источник дохода в регионе. Однако через несколько поколений новая волна кочевников с юга сметала этот устоявшийся мир, и все начиналось сначала. Мир кочевых племен жил своей жизнью, подчиняясь ритмам наступающих песков Аравийской пустыни. Потрясения большого мира часто и вовсе проходили здесь незамеченными. Провозглашая свою власть над арабскими кочевниками, и цари Ахименидов, и сменившие их монархи Диадохи так и не смогли установить здесь прочную власть. Заключая союзы с вождями кочевников, цари не вмешивались во внутренние дела племен, чье процветание было связано с Великим Ладанным путем. В оазисах Северной Аравии с глубокой древности существовали торговые колонии из Сабы, Хадрамаута и Маина, о которых у нас уже была обстоятельная беседа. Через посредство набатеев караваны с благовониями, африканскими товарами и индийскими специями прибывали к кочевникам сирийской степи, чтобы затем направиться к берегам Средиземного моря. За благополучие торговли и спокойствие на обширных пустынных рубежах в селевкидскую эпоху отвечали этнархи, чаще всего племенные вожди или главы совета старейшин, многие из которых в эпоху кризиса дома Селевка провозглашали себя автократорами и даже царями-басилевсами. В античных источниках многочисленные народы и племена, населявшие огромные просторы от гор Тавра на севере до Хадрамаутских гор на юге, названы арабами или арабами-скинитами, обитающими в шатрах. Несмотря на то, что многие из этих племен в будущем станут частью арабского культурного пространства, а их языки родственны древнеарабскому, термин «араб» как в греко-римских источниках, так и в документах из оазисов подчеркивает скорее кочевой образ жизни. В документах из Хатры, например, араб – это жители шатров, налетчики и скотоводы, которые контрастируют с людьми пальм, оседлым населением оазисов. Ко времени римского завоевания Сирии некоторые арабские династии правили хорошо укрепленными городами. В цветущих оазисах всегда не хватало еды и ресурсов, чтобы поддерживать постоянно растущее население, и потому все эти удивительные города зависели от одного – от беспрерывной торговли с окружающим миром. От городов Южной Аравии до златообильных Антиохии и Лаодикии Приморской, от стен древнего Вавилона до шумных гаваней Финикии бесконечной чередой протянулись караванные тропы. Даже тогда, когда весь Ближний Восток оказался разделен между Римом и Парфией, когда сходились стальные катафракты с римскими легионами, караваны продолжали идти. Покидая берега Средиземного моря и отправляясь по древним караванным тропам, проложенным еще в бронзовом веке, путешественник должен был пробраться через горы Ансария и лесистые горы Антиливана. Самый удобный проход в горах, которым пользовались еще шумерские купцы, находится близ современного города Хомс, известного в греко-римской географии как Эмесса. Древнее городище, основанное арамейцами в бронзовом веке, пришло в запустение накануне Ахименидской эпохи. Некогда могущественные стены цитадели превратились лишь в караванную стоянку. Постоянное население оазиса перебралось в горы или на побережье. И лишь в самом конце эпохи селевкидов там появляются племена скинитов, тех, кто живет в шатрах. Античные авторы однозначно называют их арабами, однако этот термин скорее отображает образ жизни жителей пустыни, а не их происхождение. Основным языком жителей Эмессы была своя форма арамейского. Встречаются также надписи на сафаитском и на батейском языках, а также с ходом времени все больше используется греческий. По всей видимости, в районе 100 года до нашей эры, когда власть селевкидов пошатнулась и империя переживала тяжелый кризис, местные вожди кочевых племен, родственных набатейцам, заняли ничейную полосу полупустыни. Впервые из мрака на историческую арену новые жители оазисов выходят во время войн Тиграна Великого и последовавшего за этим коллапсом Селевкидской империи. И если в сражениях римлян с армянским царем мы встречаем чаще всего безымянных вождей скинитов, то в последующие годы мы узнаем о новых династиях гораздо больше. Наш рассказ берет начало в 66 году до нашей эры. После поражения Тиграна многочисленные сатрапии и клиентские царства оказались представленными самим себе. Помпей вернул родовое владение местным династам, многие из которых, подобно Антиоху Комагенскому, были провозглашены друзьями и союзниками Рима. После падения армянской власти в Северной Сирии и Месопотамии в Тетраполисе воцарился один из последних владык селевкидов – Антиох XIII Дионис Калиник Филопатор Азиатский, восстановив преемственность эллинистических царей, прервавшуюся после армянского завоевания на 15 лет. Он был сыном царицы Клеопатры Селены, стойко сопротивлявшейся
сопротивлявшийся армиям Тиграна, и потому изначально был благосклонно принят эллинами Сирии. Власть его была одобрена городским советом Антиохии и союзом свободных городов Селевкидской Сирии. Его права также признавал и Лукул, утвердив на сирийском престоле. Однако большая часть владений Великой империи даже в Сирии была поделена между местными царьками, заручившимися поддержкой кочевников из пустыни и не желавших признавать власть царя, в свое время бежавшего от Тиграна в Киликию. В 67 году до нашей эры Антиох был разбит неназванными противниками. Источники лишь намекают на могущественных арабских вождей, покрывавших разбойников в сирийских горах и сопротивлявшихся возвращению селевкидов. Когда оказалось, что Антиох не в состоянии обеспечить безопасность торговых путей, а плодородные равнины страдают от набегов кочевников из-за безволия царя, в Антиохии вспыхнул бунт. Несмотря на то, что царю удалось подавить восстание, члены городского совета бежали в Киликию, где убедили нового претендента Филиппа II Барипуса, толстоногого, завоевать селевкидский трон. Заговорщики обратились за поддержкой к некому арабскому шейху по имени Азиз из неназванной области, который согласился предоставить царю войска и сам возложил на его голову царскую диадему. Готовясь к новой гражданской войне, Антиох также прибегнул за помощью к арабам. На юге его владений находился древний город Эмесса или Хамасса. Во время войн с армянами и политического кризиса городские старейшины обратились к шейхам кочевого племени, родственного южанам Набатеям, и те взяли город под свою опеку. Кочевая династия принесла в город новый культ таинственного бога Элах-Габал, господина горы. Выходцы из правящего дома стали верховными жрецами бога Эмессы. Первый известный правитель из этой династии, Шамши-Герам, пообещал свою поддержку Антиоху, однако не спешил выступать с войсками к селевкидской столице. Диодор Сицилийский утверждает, что он вступил в переговоры с Азизом и договорился избавиться вместе с ним от селевкидских царей и разделить Сирию между двумя шейхами. Когда, спасаясь от восстания в его неприступный замок Аритузу, бежал Антиох, Шамши-Герам вместо радушного приема схватил селевкидского царя и поместил под стражу. Через год, в 65 году до нашей эры, Антиоху удалось бежать и даже ненадолго захватить престол в Антиохии, однако к тому времени в Сирию прибыл Помпей. Он отказался признавать царский титул Антиоха, настаивая на том, что Сирия больше не имеет законных царей, поскольку правители Селевкиды не смогли защитить свою страну от Тиграна и кочевников, и потому они более не властны над страной. Помпей упрекал Антиоха, что тот скрывался от Тиграна в Киликии, и когда армянский царь был побежден, решил воспользоваться трудами римлян, но не в состоянии прекратить арабский и иудейский разбой в Сирии. О кончине царя сведения разнятся. По наиболее правдоподобной версии, он вновь бежал к Шамши-Гераму, где был убит по тайному приказу Помпея. Сразу после этого Помпей встретился с Шамши-Герамом, подтвердив его права на владение царством Эмессена на правах филарха. Даже спустя 2 века местные монеты отсчитывали царскую дату Шамши-Герамидов от этой даты. За владыкой были закреплены владения в Эмесе с ее храмом Солнца, контроль над торговыми стоянками и переправами, а столицей провозглашена крепость Аритуза, воздвигнутая на вершине потухшего вулкана. Другой правитель, сосед Шамши-Герама, Птолемей, был менее удачлив. Он правил долиной Бекаа и землями в горном Ливане, созывая со всех окраин искателей приключений. Они селились в укрепленных лагерях в горах и совершали набеги на долины, а часть добычи уходила Птолемею. Наконец, воспользовавшись смутой, Птолемей даже захватил несколько городов на побережье, и оттуда его наемники совершали пиратские набеги на Кипр и Финикию. Покровительствуя разбойникам, Птолемей убеждал Помпея, что ничего не может поделать со своевольными арабами, хозяйничающими у него в стране. Не имея достаточно сил, чтобы подчинить горные долины, Помпей разрушил прибрежные разбойные крепости, а самого Птолемея обложил большой данью, но позволил сохранить его владения, назначив его тетрархом и архиереем. Римская власть в новой провинции Сирия была ограничена долиной Аронта и прибрежными регионами, тогда как все обширные регионы вплоть до Ефрата управлялись местными династиями. Сил и возможности установить прочную власть вдали от побережья у Помпея пока не было. После отъезда Помпея из Сирии в конце 63 года до нашей эры, вызванного известием о смерти Митридата VI, он назначил своим наместником легата Эмилия Скавра, который уже находился в Дамаске.
Новая провинция, образованная по его инициативе, не прошла процедуру утверждения Сенатской комиссией, ответственную за создание административных институтов. Таким образом, Скавр действовал не как официально назначенный промагистрат, а как личный легат Помпея. И лишь в 59 году до нашей эры был назначен первый регулярный правитель – пропретор Луций Марций Филипп. С 57 года в провинции стали назначать проконсулов, что свидетельствовало о ее стратегической и экономической значимости. Первым проконсулом стал Авл Габиний, однако его управление было омрачено злоупотреблениями, что привело к его отзыву. На его место был назначен Марк Лициний Крас, один из триумвиров, что подчеркивало возросшее значение сирийской провинции. То, что Рим пока не твердо владел Сирией с ее многочисленными полисами, клиентскими царствами и союзами городов, подтверждается отсутствием провинциальной монетной чеканки. Долгое время римляне лишь ограничивались над чеканкой последних селевкидских монет и монет Тиграна Великого. Единственное принципиальное нововведение появилось в 47 году до нашей эры, когда Цезарь датировал монеты по Кесаревой эре в Антиохии. При этом Рим установил эффективную систему сбора налогов, включавшую дань, таможенные пошлины и иные фискальные платежи, механизм, который привел к невиданному обогащению клиентских царств на рубежах республики. Основной механизм сбора опирался на римских откупщиков, публиканов, что приводило к неизбежным злоупотреблениям. Налоговые поступления сдавались в аренду финансовым компаниям, которые выплачивали их в Риме, а затем компенсировали свои расходы за счет сбора средств на местах, обеспечивая себе значительные прибыли. Дополнительные доходы также получали наместники, часто злоупотреблявшие своим положением. Габиний, которого неоднократно критиковал Цицерон, был обвинен в том, что позволил городским общинам подкупить себя, получив в общей сложности около 100 миллионов сестерцев. Кроме того, многим клиентским царям, например, Шамшигераму, позволено было самим собирать налоги для Рима, и разница шла в казну династов. В разразившейся войне между Помпеем и Цезарем клиентские царства чаще всего старались сохранять нейтралитет. Во время египетской кампании Цезаря, последовавшей за смертью Помпея, к римскому полководцу присоединились и силы из Эмессы. Уже знакомый нам Шамшигерам вместе со своим сыном Ямвлихом поспешил засвидетельствовать свое почтение и прислал значительный отряд воинов. Однако буквально через несколько лет симпатии династов Эмессы вновь оказались не на стороне Цезаря. В 46 году до нашей эры один из сторонников Помпея, Квинт Цицилий Бас, распустил слух о том, что Цезарь разбит в Африке и якобы убит в сражении. Себя же он провозгласил новым наместником Сирии, заручившись значительной поддержкой легионов, расквартированных в провинции. Он занял Апамею, один из самых хорошо укрепленных центров бывшего Селевкидского царства, и разослал гонцов по всем независимым владыкам региона. Его войска были немногочисленны, и основные силы составляли отряды, присланные из Эмессы, от вождей Ливанских гор и некого арабского племени рамбеев, кочевавших за Ефратом. Вождь рамбеев Алхедан был некогда римским союзником, но затем поссорился с римлянами и откочевал в парфянские владения. Собранных сил было достаточно для того, чтобы отбить отряды цезарианцев, осаждавших Апамею. Во время осады Алхидан, по-видимому, обратился за помощью к парфянам, и те прислали небольшой отряд под командованием царевича Покора. Не ожидавший нападения с востока, полководец Цезаря Гай Антистий Вет был разбит и отступил. Несмотря на то, что парфянский отряд зимой ушел из Сирии, война не прекратилась. Вся новая провинция была охвачена смутой. Со смертью Цезаря ситуация несколько переменилась. В Сирию прибыл один из его убийц – Гай Кассий Лонгин, получивший проконсульский империй над провинциями на востоке. Он отстранил Квинта Цицилия Басса и, заручившись помощью богатых городов Финикии и верностью династов Эмессы, сделался всесильным владыкой Сирии. К нему же прибыли отряды конных лучников из Парфии, которых Гай Кассий Лонгин отправил обратно с посольством Квинта Лабиена и богатыми дарами, очевидно запрашивая больше войск. Однако Лабиен не успел. Он остался в Парфии и еще сыграет свою роль в судьбах Ближнего Востока. Легионы Гая Кассия Лонгина двинулись на запад, чтобы сгинуть в роковом сражении при Филиппах. Гнев триумвиров, и в особенности Марка Антония, обрушился на сирийское царство, поддержавшее не ту сторону в войне. Последовавшая за этим большая война с Парфией лишь подтвердила опасения римлян. Многочисленные клиентские правители поддержали парфян. Непосредственно о судьбе отдельных сирийских царств, например, Эмессы, у нас нет никаких сведений, но можно предположить, что они последовали за Антиохом Теосом из Комагены и признали парфянскую власть.
После того, как римские войска изгнали парфян из Сирии, Антоний отнял Аритузу, управившего там Ямвлиха, сына Шамшигерама, и передал ее парфянскому аристократу Монесу, бежавшему к Антонию от смут на востоке. Впрочем, Антоний был заинтересован в том, чтобы сложная система клиентских царств сохранялась на восточных границах. В списках правителей мы вновь встречаем упоминания Шамшигерама и Ямвлиха в Эмессе, уже знакомого нам Малха из Набатеи, Тракандимота в Амане и несколько более мелких властителей. Накануне битвы при Акции Антоний, терзаемый подозрениями и вездесущим страхом предательства, казнил Ямвлиха Эмесского, своего прежнего союзника, и поспешно заменил его на Александра, более верного соратника, разделившего с ним судьбу в решающем столкновении с Октавианом. Однако фортуна вновь изменила положение дел. Октавиан обозначил новую эпоху в восточной политике. Вслед за его победой в Сирию с ее запутанной сетью клиентских царств и древних автономных городов пришел новый римский порядок. Восточные цари, стремясь упрочить свои позиции, спешили засвидетельствовать верность новому властителю, но далеко не все сумели убедить его в своей преданности. Александр из Эмесса оказался среди проигравших. Его обвинили в доносах против Октавиана, провели в цепях в римском триумфе и казнили, а само царство Эмессы было аннексировано. Однако, несмотря на территориальное приобретение, Рим вскоре столкнулся с практической невозможностью управлять такими обширными землями. Провинция Сирия, поглотившая Эмессу, и царство Ливанских гор оставалось неспокойной. Горные разбойники не прекращали набегов, связи с пустынными племенами были нарушены, и караванные пути с востока начали подвергаться систематическим нападениям. Римских легионов было явно недостаточно, чтобы контролировать этот огромный регион. Тогда, в 20 году до нашей эры, Август принял политически рискованное, но стратегически продуманное решение. Он вернул власть в Эмессе Ямвлиху, сыну того самого Ямвлиха, которого Антоний казнил менее чем за 2 десятилетия до этого. Римская традиция сдержанно и с явным раздражением прокомментировала это восстановление, упрекая Августа в чрезмерной щедрости. Казалось, будто эти восточные цари сами одолели парфян и теперь пожинали плоды чужой победы. Понимая важность Эмессы в караванной торговле, Октавиан передал Ямвлиху обширные пустынные районы, контроль над таможнями и пошлинами, и повелел, чтобы в царстве управлялись согласно с обычаями предков, гарантируя относительное невмешательство в дела царства со стороны Рима. При этом царская династия милостью Цезаря получила римское гражданство, взяв родовое имя Юлиев. Золотой век Эмессы наступил при Гае Юлии Шамшигераме II, чье восшествие в 14 году нашей эры на престол ознаменовалось небывалым жестом амбиций. В Баальбеке, в храме в Гелиополе, он был назван царем царей. Примечательно, что этот титул звучал исключительно на арамейском, а в латинских документах он был ослаблен до «Регис Магни» – великого правителя. Археологические свидетельства указывают, что именно при Шамшигераме II оазис Эмессы был значительно расширен, благодаря масштабным ирригационным работам, выполнявшимся от имени царя. Его политическое влияние также подтверждено рассказом Иосифа Флавия о событиях 42 года, когда в Тивериаду по приглашению Ирода Агриппы прибыли представители восточных династий – Ирод Халкидский, Антиох Комагенский, Полемон Понтийский, Котис из Малой Армении и среди них Шамшигерам. Причины этой встречи остались неясными, но римский наместник Гай Вибий Марс поспешил вмешаться, выразив недовольство и настаивая на немедленном прекращении совещаний. Очевидно, обсуждалась ситуация на Востоке, в Армении, где назревал очередной кризис. Возможно, династы планировали раздел нового армянского наследия. Для Шамшигерама эта встреча завершилась удачно. Он заключил выгодный династический брак, выдав свою дочь Иотапу за Аристобула-младшего, внука Ирода Великого. Следующим правителем Эмессы на краткое время стал сын Шамшигерама II Гай Юлий Азиз. Он следовал заветам его отца, укрепляя союзные отношения с Иродом Агриппой. Более того, в отличие от многих соседних правителей, ради брака с дочерью Ирода Друзиллой, он согласился перейти в иудаизм, что делало его положение несколько двусмысленным. Будучи новообращенным иудеем, он оставался верховным жрецом Элагабала в Эмессе. Именно приверженность этому культу обеспечивал невиданный авторитет эмесской династии. Под их покровительством кочевники заключали союзы и клялись в верности. Многочисленные паломники со всего севера Аравии стекались в храм в Эмессе, чтобы увидеть чудо – место пребывания Бога.
Геродиан описывает роскошный храм, украшенный золотом и драгоценными подарками из всех отдаленных стран Востока. Сатрапы и варварские цари присылают дары и приходят поклониться Элагабалу каждый год. Воплощением Бога в материальном мире в Эмесе считали черный камень, упавший с неба. Античных авторов поражал типичный для семитских культур отказ эмесенцев от всяческих изображений верховного божества. Во всех посвящениях и стелах он изображается исключительно в виде камня или бейтила, дома Бога. Характерное изображение с пальмирской надписью было найдено на одной из караванных стоянок между Пальмирой и Эмессой. Элагабал изображен при помощи символов – священного камня и орла, восседающего на нем. Это символ божественного присутствия, с которым мы уже сталкивались, например, у набатеев. Такой же образ орла, восседающего на бейтиле, можно встретить на монетах, выпущенных в Эмессе. Это солнечный бог, вершитель человеческих судеб, чьи лучи проливают свет на прошлое и будущее, и потому жрецы Элагабала именовались на латинизированный лад «бассиан» от арамейского корня, означающего «узнавать». Все имена правителей эмесенской династии теофорные: Шамшигерам – «солнце решило», Ямвлих – «божественное правление», Соэм или Сухайм – «драгоценный камень». Однако переход в иудаизм не способствовал крепкому браку. Друзиллу заметил прокуратор Иудеи Антоний Феликс. Подослав к ней некого иудейского мага Симона, он начал уговаривать ее бросить своего мужа. Привлеченная высоким положением римского прокуратора, Друзилла решилась на этот шаг. Крайне подозрительно, что почти сразу после развода Азиз умер, и престол занял его брат Соэм. Примечательно, что именно на долю этого династа выпала наибольшая территориальная экспансия Эмессены. Во время очередной нестабильности в Армении император Нерон передал под его власть княжество Софена на Ефрате и несколько городов в Киликии. Это была особая награда за верность, поскольку в число своих титулов Соэм включил Филоромей, друг римлян, и Филокесарь. Вместе с другими клиентскими царями он доказал свою преданность Риму, присоединившись к римским войскам в иудейской кампании, предоставив внушительный отряд в 4000 отборных воинов. С этими же отрядами он участвовал в осаде Иерусалима в 70 году, причем Иосиф Флавий отдельно отмечает особую жестокость, которую проявляли эмессенцы вместе с набатеями к пленным жителям города. Верность империи Соэма была непоколебима. Даже когда в 72 году римляне внезапно напали на его близкого друга Антиоха Комагенского, он поддержал их кампанию, очевидно рассчитывая получить часть земель упраздненного Клиентского царства. И тем удивительнее, что Соэм стал последним из клиентских царей Эмессы. После его смерти около 79 года мы все еще встречаем жрецов храма Солнца, однако их земли были присоединены к римской провинции. Ничего не известно ни об опале, ни о конфликте с Римом, а многочисленные потомки славной династии на протяжении веков будут играть важную роль в истории Сирии. Последний прощальный дар эмесенской династии относится к сыну Соэма, Гаю Юлию Шамшигераму, воздвигшему роскошный мавзолей, один из немногих архитектурных памятников неримской Эмессы, к сожалению, уничтоженный в 2 этапа. Его взорвали, чтобы освободить место для нефтяного склада в 1911 году, а в 50-х годах остатки мавзолея были погребены под современным стадионом. В могиле Шамшигерама были найдены богатейшие дары, среди которых совершенный шедевр оружейного мастерства – знаменитый кавалерийский шлем из Эмессы. Как и среди прочих элементов погребального инвентаря, в нем нет ничего восточного. Это один из лучших сохранившихся образцов римского церемониального шлема с маской, закрывавший лик царя Солнца. По меткому выражению одного исследователя, история Эмессы, столь малозаметная по сравнению с цветущими соседними государствами, могла бы остаться лишь сноской на полях истории, если бы не 2 обстоятельства. Культ солнечного бога, всепобеждающего солнца, стал невероятно популярным среди римских колонистов на Востоке, а спустя 1,5 века потомок правящей династии Юлий Бассиан встретил в Эмесе императора Септимия Севера, которого привел в восточный город, составленный сирийским астрологом гороскоп. Септимий Север встретил Юлию Домну, чей сын будет носить одно из священных имен жрецов Эмессы – Луций Септимий Бассиан, известный также по прозвищу Каракала. Культ Сол Инвиктус придет в Рим, чтобы надолго определить религиозный пейзаж империи эпохи зенита могущества. А внук сестры Юлии Домны, Элагабал, и вовсе перевезет священный камень в Вечный город, став одним из наиболее экстравагантных римских императоров за всю историю.
Наконец, в конце III века еще один потомок династии жрецов, Ямвлих, не скрывая своего царственного происхождения, станет одним из наиболее значимых философов всей римской эпохи. Эмесса, может быть, так и осталась бы одним из небольших клиентских государств на римских рубежах, если бы не транзитная торговля, набиравшая обороты как раз в эту эпоху. После Парфянской войны Марка Антония на восточных границах Рима наступило затишье. В районе Ефрата и Сирийской пустыни сферы влияния оказались окончательно разделенными между Римом и Парфией. Однако границы великих держав оказались закрыты. Для римских купцов не представлялось возможным попадать на богатые рынки Парфии, а восточные торговцы не могли пересекать Ефрат, не подвергаясь бесчисленным опасностям. В то же время индийский торговый путь вокруг Аравии был дорог и сложен, его золотой век еще впереди, и куда более надежными представлялись пути, пролегавшие по древним караванным тропам из Месопотамии в Сирию. Удаленность этих троп от крепостей и военных лагерей двух сверхдержав и невозможность окончательно подчинить своей воле многочисленные кочевые племена Аравии вынуждала обращаться к посредникам, сохранявшим шаткий нейтралитет по отношению как к Риму, так и к Парфии, и при этом поддерживавших тесные отношения с кланами кочевников. Эмесса оказалась одним из таких посредников. Однако главным бенефициаром установившегося нового порядка был другой город, переживавший невероятный взлет – Пальмира. О ранней истории Полиса известно очень мало. Поселение у солоноватого источника Эвка, дарившего жизнь пальмирскому оазису, возникло еще в бронзовом веке. В архивах Эблы и Мари упоминаются жители оазиса, именуемого Тадмор. Через их земли идут караваны из Месопотамии в Левант, им же регулярно приходится отражать набеги кочевников из степи. Через их земли в XI веке до нашей эры ходил с войском Теглат-Паласар I, гордо заявлявший, что он покорил город тадморцев. В этом контексте интересно упоминание Тадмора в Библии, которое на протяжении долгих веков считалось свидетельством древности города. Во второй книге Паралипоменон утверждается, что Соломон построил крепость Фадмор в синодальном переводе. На этот же фрагмент ссылается Иосиф Флавий, заставший золотой век Пальмиры. Для него это было свидетельство того, что город процветал с древнейших времен. Однако, по всей видимости, в библейских текстах речь идет о городе на берегу Мертвого моря, ко времени Иосифа Флавия, уже давно утратившего свой блеск и величие, и потому его имя для многих книжников более ничего не значило. Интригующим кажется и то, что упоминания Тадмора исчезают из всех источников и новоассирийского, и персидского, и эллинистического периодов. Торговые маршруты отклоняются к северу, и поселение приходит в упадок, затронутое массовыми переселениями кочевников из Аравии. И все же жизнь в оазисе в эту эпоху теплилась, но судить о масштабах поселения невозможно. Почти все следы древнего поселения были уничтожены в начале I века при строительстве колоссального храма, и сохранившиеся фрагменты мало что могут рассказать о жизни тадморов в это время. В районе 250 года до нашей эры радикально меняется климат, становясь более влажным и теплым. Плодородные земли вокруг источника Эвка увеличиваются, и поселение постепенно растет. Последние перед войной в Сирии раскопки показали, что уже в столь раннюю эпоху в оазисе появляются улицы, цистерны для вод и водовод, наполнявший небольшие водоемы в каждом из домов города. Два небольших квартала очень показательны. Северный квартал построен вокруг большого здания, по-видимому, дворца или святилища. Планировка напоминает дома месопотамских богатых граждан. Во дворах найдены амфоры из Родоса, селевкидские монеты, фрагменты настенной росписи. Южный квартал состоял из небольших глинобитных строений. Плотная застройка перемежалась пустырями. В домах встречается бедная керамика и, что совершенно поразительно, некоторые предметы из Центральной и даже Южной Аравии. По всей видимости, здесь проживали выходцы из пустыни, разбивавшие свои шатры. Однако примерно к 150 годам до нашей эры характер находок в богатых домах меняется. Вещи из Леванта и Восточного Средиземноморья постепенно пропадают. В моду у богатых тадморцев входят вещи, изготовленные в Месопотамии и Парфии. Раздираемое войнами и катаклизмами, Восточное Средиземноморье постепенно теряет свое значение для караванщиков Пальмиры. Их взгляды и помыслы обращаются на восток, к растущей мощи парфянской державы.
Прослышав о том, что жители Пальмиры богатеют благодаря торговле с Востоком, доходя якобы до самой Индии, спустя век Антоний вторгается в пределы оазиса, вынудив тадморцев бежать на восток, к парфянским рубежам. Сложно поверить, что небольшой и совершенно беззащитный перед конными отрядами Антония оазис всего через полвека станет одним из самых значимых сирийских городов. В 17 году нашей эры в Сирию прибыл Германик, племянник и приемный сын Тиберия. Там он встретился с множеством клиентских правителей и делегаций парфянских послов, но, что особенно важно для нашего рассказа, предпринял долгое путешествие в Пальмиру, что подчеркивает возросшую важность этого города. При его содействии были установлены границы Пальмирены, сохранились, например, пограничные столбы с Эмесенским царством. Постепенно расширявшаяся площадь орошаемых земель в самом оазисе Пальмиры требовала постоянной защиты. В контексте этого расширения мы встречаем греческий термин «стратег». Стратеги предводительствовали пальмирским войском, и многочисленные надписи и посвящения рассказывают о бесконечных стычках в пустыне с налетчиками. В отдаленных местах пустыни появляются укрепленные лагеря, в которых размещались гарнизоны конных лучников и всадников на верблюдах, дромедариев. Более того, на восток от города были проложены своеобразные дороги, идеально ровные, будто прочерченные под линейку тракты. Поверхность их была расчищена от камней, как бы образовывая широкую дорогу от 12 до 18 метров в ширину. 120-километровый отрезок этой дороги на современной сирийско-иракской границе до сих пор виден с воздуха. На южных оконечностях пустынной дороги находились укрепленные гарнизоны, где караваны оставляли своих верблюдов и товары перегружали на плоты и суда. В самой Пальмире было объединение ремесленников, изготавливавших поплавки из козьих шкур для плотов, на которых затем сплавлялись вниз по Ефрату. Ежегодно груженные караваны покидали Пальмиру в марте-апреле, чтобы к лету достичь парфянского вассального царства Харакена в Южной Месопотамии. Вероятно, еще в эллинистический период первые диаспоры пальмирцев появились в поселениях вдоль Ефрата. Самые ранние надписи, прославляющие знаменитых торговцев и путешественников из Пальмиры, размещенные на главной улице Полиса, повествуют о богатых купцах, содержащих торговые дома в Селевкии и Вавилоне, в сердце парфянских владений. Пальмирские купцы вместе с греческими общинами Селевкии почтили память спонсора Едибеля, сына Азиза, который возглавлял пальмирскую общину в греческом мегаполисе на Тигре и пожертвовал щедрые средства на строительство главного храма Пальмиры. В этом же ключе отзываются современные ему надписи о главе пальмирской диаспоры в Вавилоне, Малку, сыне Неши, также поддержавшего строительство у себя на родине. В 70-х годах нашей эры торговые маршруты в Месопотамии изменяются. На смену постепенно приходящей в упадок Селевкии приходит новый величественный город Валагесий, расположенный неподалеку. Именно туда перебираются пальмирские купцы. Статуи главы общины Суада, посвященные одному из храмов Пальмиры, воздвигнуты сообществом пальмирских караванщиков, благодарных за избавление от опасностей во время некого рискованного предприятия далеко на востоке. Вслед за этим торговые диаспоры возникают в Харакене, где при дворе местных царей-клиентов парфянских владык служит даже особый отряд пальмирских лучников, а надписи караванщиков, благодаривших богов за успешное путешествие или поддерживавших процветание родного города издалека отправкой крупных сумм в Пальмиру, невероятно многочисленны. В определенный момент пальмирские купцы становятся монополистами в акватории Персидского залива. На острове Харк у берегов Ирана появляется пальмирский некрополь с посвящениями богам Отечества. На острове Тилос, современный Бахрейн, пальмирец даже занимал должность сатрапа, подчиненного царю Харакены, а его земляки, управлявшие отдаленными землями Восточной Аравии, были назначены архонтами. Оттуда суда пальмирских купцов уходили в Индию и Южную Аравию. Следы их пребывания найдены в городах Хадрамаута, на острове Сокотра. Пальмирская керамика встречается в Западной Индии близ руин величественного порта Баригаза. Носящий причудливое имя купец Марк Ульпи-Ярхай был почитаем в парфянском городе Хумана в Междуречье. Он же вместе с неким корабельщиком Хананио, сыном Хадуддана, оставил благодарственные надписи за благополучное плавание на корабле в Скифию, то есть в Индоскифское царство Северной Индии. Фактически контролируя сухопутный караванный путь через Месопотамию, купцы из Пальмиры также господствовали на море. Например, купец Забдаллах из Пальмиры, глава общества судовладельцев, строит на собственные средства храм отеческим богам в порте Коптас, важнейшем центре древнего Великого пути специй.
Следы пальмирской общины уходят дальше на запад, и мы встречаем их уже в Дендере, на берегах Нила, где сообщество торговцев оставило посвятительные надписи богам родного города. Интересно, что среди тех, кто оставил граффити в пустыне, были не только купцы, но и воины, чаще всего саггитарии, конные лучники из Пальмиры, охранявшие караваны. Однако постепенно мир, в котором возникла Пальмира, начал меняться. Россыпь клиентских царств на восточных рубежах Римской империи стала исчезать, а имперский порядок, а вместе с ним и греко-римские идеалы гражданского устройства и городской жизни стали проникать все дальше на восток. И если посвящение легата 10-го легиона Минуция Руфа, оставленное во время визита Германика, еще не означало установление непосредственного контроля над Пальмирой, то последующие изменения на Римском Востоке напрямую затронули великий город. По всей видимости, в 70-м году нашей эры пальмирские отряды участвовали в подавлении иудейского восстания. Сразу после этого проконсул Сирии Марк Ульпий Троян-старший, отец будущего императора, занял клиентское царство Эмессы и приказал соединить дорогой Пальмиру с дорожной сетью сирийской провинции. В 74 году нашей эры город официально получает статус полиса, управляемого демосом Пальмиры, о чем говорят многочисленные посвящения. До этого город управлялся Кебал-Тадмарайя, сообществом пальмирцев. Теперь же делами города ведут Буле, городской совет, в котором представлены главы многочисленных племен города. Греческий язык, и ранее присутствовавший в Пальмире, становится все более распространенным. И несмотря на то, что большинство жителей говорили на местной форме арамейского, языком далекой Эллады, по-видимому, владели многие. И здесь встречается еще одна интересная особенность. До нашего времени дошло порядка 3000 текстов из Пальмиры, и 200 из них двуязычные. При этом и греческая, и арамейская части текста – это не дословные переводы, а самостоятельно составленные тексты, согласующиеся друг с другом лишь в общих чертах. Арамейский пальмирский язык следует канцелярским шаблонам, появившимся еще в Ахеменидской империи. Говоря о богах или деяниях граждан, он сохраняет своеобразную логику повествования. По одной из версий надписи, греческой или арамейской, бывает сложно понять ее назначение, и лишь при прочтении обоих текстов на двух языках, дополняющих друг друга, картина складывается целиком. Например, анонимный даритель на арамейском языке долго расписывает, какие части храма построены за его счет, из какого племени происходит донатор, и подчеркивает, что он сотворил это ради Баал-Шамина, Дарахлуна, его личного божества, тогда как греческая надпись лишь констатирует: «Такой-то построил храм Зевса с колоннами за свой счет». И здесь важно упомянуть важную тенденцию, с которой мы столь часто встречаемся в эллинистическую эпоху. Это соотнесение местных богов с олимпийцами. В Пальмире все, пожалуй, обстояло несколько сложнее, чем в соседних регионах. Поскольку город населяли выходцы из разных мест, некоторые племена тяготели к связям с Месопотамией и испытывали сильное влияние древних цивилизаций Междуречья. Другие обращали свой взор на запад Сирии. Третьи происходили из среды арабских кочевников. И в городе существовало несколько пантеонов богов. Во главе двух пантеонов находились боги Бел, один из эпитетов Мардука, и Баал-Шамин, западносемитское божество, популярное среди кочевников сирийской пустыни. В параллельных греческих текстах и Бел, и Баал-Шамин часто называются Зевсом, хотя и культ, и образ этих богов отличался радикально. При этом политеистическое мировоззрение не усматривало в этом никакого противоречия, сохранились подношения, в которых в равной мере чествуются оба божества. Другой донатор одаривает золотыми подношениями отеческих богов, тогда как Баал-Шамину и его спутникам достается серебро. Культовый ландшафт Пальмиры образовывает несколько грандиозных храмов. Долгое время среди исследователей бытовала гипотеза, что город был основан выходцами из 4 племен, каждая из которых поклонялась своим божествам, и именно эти племенные аристократы управляли городом на протяжении столетий. Однако любопытно, что 4 племени в надписях противопоставляются народу Пальмиры, который принимает решения в городском совете. 4 племени снаряжают караваны, дарят подношения богам, участвуют в политической жизни, но более напоминают крупные торговые дома, появляющиеся тогда же, когда в городе располагается римский гарнизон. В греческих надписях они названы филе, подобно филам в древнегреческих городах. И так же, как в Афинах изначально существовало 4 филы, обязанных своими названиями мифическим героям и прародителям, так и в Пальмире существовало 4 основных филы, или бене на пальмирском арамейском. Бене Камара, буквально означающие «сыновья жрецов», покровительствовали святилищам местных божеств и, видимо, были одним из древнейших племен в оазисе, наравне с Бене Мита.
Племя Бене-Мазьян, сыновья Казапасов, по всей видимости, было связано с кочевым миром. В их роду чаще всего встречаются арабские имена, а божества пустыни пользуются особой популярностью, тогда как Бене-Маттабол, очевидно, поддерживала связи с Месопотамией. Через поколение к ним добавляется Бене Клаудиас, получившее свое имя по милости римского императора. Впрочем, в документах из Пальмиры упоминается множество племен, больших и малых, занимающих целые кварталы в городе или приходящих из других мест ради торговли и паломничества. Среди них есть и экзотические названия, вроде Бене Диос и Бене Румайя, то есть сыновья римлян, вероятно, откуда-то из Западной Сирии. Однако 4 пальмирских племени отличались не только богатством и торговыми связями, но и религиозным авторитетом. В их видении находились главнейшие храмовые святилища города. Локусом, определявшим весь городской пейзаж Пальмиры, был колоссальный храм Бела, строительство которого растянулось по меньшей мере на полвека и завершилось уже во времена, когда город был присоединен к Римской империи. На строительство громадного храма были пожертвованы средства не только от всех племен, населявших оазис, но и от пальмирцев, проживавших в отдаленных общинах. В одной из первых надписей о пожертвовании средств от 19 года нашей эры указано, что средства поступили от Тагра Кулхон ди Бедмадинат Бабель, то есть от всех торговцев из города Вавилона. В другом тексте уточняется, средства из Селевкии пожертвовали все купцы, пальмирцы и греки. Стиль, в котором возводился этот храм, был совершенно новым для Пальмиры. Очевидно, что жители города наняли не местного архитектора, а грека, скорее всего, из Малой Азии или Антиохии. Именно он упомянут в тексте близ алтаря как Александр, архитектор бога Бела. Моделью для главного храма города стал храм Артемиды Левкофриены в Магнесии на Меандре. Существенным изменением было возведение 2 больших храмовых пристроек, располагавшихся на месте более древних святилищ. Характерным дополнением к эллинистическому стилю являются зубчатые башни, венчающие вершину здания. Похожие архитектурные элементы мы можем найти в Петре, но изначально этот символизм восходит к эстетике садов ахеменидской эпохи, а еще ранее к ассирийской архитектуре. В надписи от 32 года нашей эры сообщается, что в 6-й день месяца Нисан 343 года по селевкидскому календарю была проведена ханукта храма. Ханукта – однокоренное ивритскому ханука – обновление или освящение. И как ханука в иудаизме посвящена освящению храма, так и ханукта в Пальмире праздновалась в честь освящения святая святых храма Бела. Примечательно, что после этой надписи строительство храма растянулось еще на несколько поколений, и стены возводились уже вокруг освященного места. И лишь в 108 году нашей эры дарственная надпись сообщает, что храму была подарена крыша и бронзовые ворота, что означало завершение почти столетней стройки. Как и с прочими шедеврами античной архитектуры, с датировкой помогают многочисленные граффити и метки различных каменщиков. Поставленным по меткам на стенах и колоннах оценивался их вклад в общее строительство и, соответственно, оплата от города и общины Пальмиры. Пестрота имен мастеров поражает – греческие, латинские, арамейские, арабские, персидские, а граффити составлены на 3 языках. Богу Белу поклонялись во многих городах Сирии еще со времен Нового Вавилонского царства. Его различные ипостаси, порой столь не похожие друг на друга, восходили к древним мистериальным культам Вавилона. Бел, то есть Господь, это титул пар-экселленс вавилонского бога Мардука, который проживал в своем храме Эсагила, наблюдая за всеми действиями города и его царей. Он – попирающий хаос, божественный распорядитель человеческого мира и космоса, тот, кто правит Вселенной через звезды и которому подчиняются все космические явления. Победив чудовище Тиамат, он упорядочил мироздание, определил год, назначил 3 созвездия для каждого из 12 месяцев и дни года с помощью небесных фигур. Он скорее формализованная концепция, символ власти и порядка, чем личный бог, с которым существа могут иметь отношения. Он фактически воплощает закон и порядок, и этот аспект подразумевал прочные связи с Вавилонским царством и идеей царства как такового. И потому так важен был праздник Акиту, праздник обновления мироздания, отмечавшийся в Вавилоне в 6-й день месяца Нисан. Так царь обновлял договор с богами-покровителями города. Примечательно, что несмотря на то, что в Пальмире не существовало царской власти, местная форма праздника Акиту отмечалась ежегодно, точно так же в 6-й день месяца Нисан.
Иконография Белла, сохранившаяся в Пальмире, изображает бога как настоящего космократора. Северная пристройка к храму Белла до 2015 года была украшена роскошным куполом, на котором развернута картина пальмирского мироздания. На нем Белл был изображен как Юпитер, окруженный 4 другими планетами – Солнцем и Луной, каждая из которых занимает 60 градусов окружности. Во втором круге изображены знаки зодиака. В 4 углах этого астрологического барельефа 4 ветра представлены в виде орлов с распростертыми крыльями, своеобразным символическим обозначением божественного присутствия. Как похоже это на Белла из вавилонского Энума Элиш. На перемычке того же северного притвора виден рельеф орла с распростертыми крыльями, и справа от него еще один извечный спутник Белла в Пальмире – божество солнца Яхрибол, бог оазиса. Яхрибол – один из древнейших богов непосредственно Пальмиры, покровитель источника Эвка. Каждый год из числа избранных оракул Яхрибола назначал служителей источника, оберегавших идол, сокрытый у священных вод. Под правым крылом орла изображено Солнце среди множества звезд. Поскольку левая часть перемычки сильно повреждена, там ничего не осталось, но мы можем предположить, что там был изображен бог Луны Аглибол и Луна с равным количеством звезд. Он божественный бык Белла, узнаваемый по рогам полумесяца на его шлеме и плечах. Изогнутая змея, окруженная 6 окружностями, которая изображена чуть ниже орла, несомненно изображает систему планет, как ее видели в древней Месопотамии и Сирии – 6 планет и змея, символизирующая Солнце. Жрецы Троицы Белла восприняли популярную эллинистическую астрологию. Подобные зодиакальные картины – это характерный элемент эллинистических культов, вдохновленных астрологией древней Месопотамии. К сожалению, ни фрагментов мифов, ни религиозных текстов из Пальмиры, кроме посвящений и славословий, до нас не дошло. И тем более интригующими кажутся сюжеты, установленные на храмовых стелах по периметру храма Белла, многие из которых были уничтожены еще в раннехристианское время. Пальмирцы называли храм Белла храмом всех богов или же домом отеческих богов. Подобно тому, как в доисламском хараме Мекки были установлены бесчисленные изваяния божеств, покровительствовавших тем или иным племенам, так и в храме Белла присутствовали боги, от которых остались лишь их имена. Об их культе ничего не известно, потому сцены, где процессии богов с Беллом во главе сражаются с чудовищем, явно воспроизведя эпизод из вавилонского эпоса о победе Мардука над Тиамат, декламировавшимся на празднике Акиту, представляются особо интересными. Но в процессии богов, которых можно соотнести с месопотамскими прототипами, появляется и очевидный чужестранец – Геракл, соответствующий характерному эллинистическому иконографическому образцу. Он упоминается среди списка божеств гостей Белла, среди которых преобладают месопотамские боги – Наная, Герта, двуполое божество Бол-Аштор – это имя состоит из 2 частей архаической формы Бол, то есть Бел, и Аштор, то есть Иштар. На другом рельефе изображены процессии, следующие за божественными силами. Сильно поврежденная часть стеллы изображает трофей или тропеон – посвящение доспехов и оружия поверженных врагов богам-покровителям. Вероятно, это часть легенды об основании Пальмиры, последовавшей за каким-то сражением, но детали этой истории мы никогда, увы, не узнаем. Характерной деталью культа Белла в Пальмире, как, впрочем, и других божеств, почитавшихся в городе, были ритуальные пиры, устраивавшиеся коллегиями жрецов. Ежегодно толпы паломников собирались у храма Белла почтить отеческих богов. Они разбивали палатки у стен дома бога, чествуя его возлияниями вина и получая часть жертвенного мяса. Избранные граждане могли попасть внутрь храма на торжественный пир, купив или получив в дар терракотовые тессеры – небольшие жетоны, служившие входным билетом. Канализация близ храма буквально завалена использованными входными билетами, изображающими сцены пира, изваяния богов или просто короткую надпись «Приходите». В одном из храмов, храме бога войны Арсу, спутника Белла, обнаружено 150 тессер. Знатным гражданам не хватило места на пиру, и они, предъявив жетоны, забрали ритуальную пищу домой. На некоторых жетонах сохранились оттиски личных печатей. Знатные граждане заказывали проведение пира за свой счет и помещали свою печать на приглашениях как символ личного благочестия. Во главе ритуала стоял человек, именуемый симпозиархом и архижрецом, избиравшегося на год от жреческой коллегии или клана, покровительствовавшего храму.
Начальник Марзехи, ритуального собрания на арамейском, одна из почетнейших должностей в городе, и тех, кто справлялся с этой ролью, чествовали посвятительными надписями. Например, благодарные граждане отзываются о симпозиархе Диархае Агриппе. Он весь год поставлял старое вино для жрецов из своих собственных подвалов, не смешивая его с дешевым вином из козьих мехов, дабы скверный запах не портил благородный вкус. Благодеяние, достойное памяти в веках. Одним из самых хорошо сохранившихся храмов Пальмиры до 2015 года был храм Баал-Шамина. Нынешняя версия храма, построенная поверх более древнего святилища, была основана гражданином Пальмиры Мале Агриппой в 130 году нашей эры. Строительство было приурочено к посещению города императором Адрианом. Однако первое монументальное сооружение было возведено примерно тогда же, когда и храм Бела, в первом десятилетии христианской эры. Клан Бене Едибел, входивший в племя Бене Мазьян, то есть детей казапасов, и происходивший из Хаурана на юге Сирии, стал кланом первосвященников в храме богов пустыни. От древнего храма почти ничего не сохранилось, несколько дарственных надписей и фрагменты алтаря, включенные затем в структуру нового святилища. Происходящий из западносемитского мира бог Баал-Шамин, повелитель небес, так же как и Бел, именуемый в греческих текстах просто Зевсом, был главой другого пантеона, которому поклонялись преимущественно выходцы из Южной Сирии и бескрайнего пустынного моря Северной Аравии. В небольшом храме существовало лишь 2 световых окна, освещавших скрытую за занавесом статую бога. Повсюду здесь мы можем увидеть фигуры орлов, символы божественного присутствия, столь популярные у кочевников. Уничтоженная в христианскую эпоху статуя Баал-Шамина восседала под огромной фигурой орла, расправившего крылья. Подобно мантии, по периметру статуи располагались символы планет, подчиненных воле Баал-Шамина. К сожалению, от колоссальной статуи ничего не осталось. В нашем распоряжении есть лишь несколько рельефов и граффити, оставленное в деревенском храме Пальмирены, оставленное впечатленным посетителем дома бога в Тадморе. Примечательно, что помимо большого количества надписей на арамейском и сафаитском языке, Баал-Шамину поклонялись и грекоязычные жители Оазиса. Так, алтарь был подарен около 115 года 4 братьями, посвятившими его Зевсу Всевышнему. Он был помещен в пиршественный зал, где избранная коллегия посвященных устраивала симпосии в честь Баал-Шамина, распивая вино и воскуряя благовония. В отличие от богов вавилонского происхождения, в Пальмире, связанных чаще всего с небесными светилами, аравийские и западносемитские божества чаще всего носили эпитеты, связанные лишь с их проявлениями. В пустынных местностях изображения богов заменялись байтилами, то есть камнями, которые почитались как проявление божества в материальном мире, и потому иконография этих богов и духов в Пальмире весьма расплывчата. Так, в качестве спутников Баал-Шамина упоминается некий Дурахлун, чье имя переводится как «единый из Рахле» или «тот из Рахле», небольшого селения на юге Сирии. В посвящении Мале Агриппы на пальмирском языке указано, что он воздвиг храм и одарил жителей города оливковым маслом в честь Баал-Шамина и Дурахлуна, тогда как греческая надпись ограничивается констатацией: Мале Агриппа по приказу Совета построил храм Зевса за свой счет. Дурахлун и Баал-Шамин названы добрыми и милостивыми богами, но при этом на латыни и греческом неизменно почитаются как один бог. На этом странности не заканчиваются. Еще одной формой абсолюта в Пальмире был Эл Всевышний, Эл-Канер, владыка бесконечности. Однако греческие тексты именуют его не Зевсом, а Посейдоном. И здесь сложное переплетение традиций. Эл Всевышний еще со времен Бронзового века соотносился с шумерским богом вод Эа. В пустынной местности Пальмиры Эл-Посейдон почитался эпитетом «Канаа» – «приобретать». Это бог приобретенной земли, доступной для проживания, отвоеванных у стихии клочков плодородной земли. Прочие божества из свиты Баал-Шамина также названы лишь по эпитетам: Абгал – великий, покровитель караванов и странников, Азизу – могучий, спутник Солнца и ипостась планеты Венеры, Шаат – помощник или защитник, Муним – щедрый, Шалман – дарующий покой и прочее. Многие из них были гинайя, однокоренное с арабским словом джин, духами-покровителями определенных гор, рек, ущелий и вади. Еще одним божеством, происходившим из пустынных районов, была Аллат или Аль-Илат, дословно просто богиня, чей культ был невероятно популярен в Набатее, Южной Сирии и у арабов Северной Аравии.
Со временем часть племен, поклонявшихся Аллат, осели и подверглись эллинизации. И потому со временем в Пальмире и Сирии появляется своеобразная иконография этого божества, соотносящая Аллат с Афиной. Богиня, дарующая добычу и удачу в набеге, чаще всего изображена в доспехах с копьем и щитом. Главным образом в небольших храмах в Хоре, сельской местности Пальмиры, Аллат почиталась как повелительница диких зверей. Восседающая на троне, подобно Кибеле или Иштар, она смиряет дикий нрав стихии, даруя жизнь и процветание пустынным оазисам. В центре храма был помещен некий древний идол, пожертвованный Маттанаем за 7 поколений до христианской эры. Помещенный в особой скинии во внутренних покоях храма, древний идол был скрыт от глаз непосвященных занавесом, и никогда его не показывали публике. Восхищенные почитатели Аллат оставляли граффити в притворе храма, хвастаясь, что видели тень богини за занавесом. Даже этого было достаточно, чтобы получить благословение. На контрасте с великолепным эллинистическими сооружениями, священный притвор богини Аллат был простым зданием, украшенным зубчатым фризом в ахеменидском стиле, оплот консервативной древней религии в эллинистическом мегаполисе. И даже когда некий Таймарсу в 148 году нашей эры на свои средства взялся обновлять храм богини, внутреннее святилище он оставил нетронутым. Среди других дарителей мы встречаем уже знакомого нам Суада, гражданина Валагесии, защищавшего пальмирские караваны по пути в Парфию. Здесь, в храме Аллат, была помещена его статуя. В арамейской версии посвящения уточняется, что Суад или Шуад, сын Балада, спас пальмирцев от козней разбойника Абдаллата в восточной пустыне. Примечательно, что имя разбойника дословно значит «раб Аллат». У входа в святилище помещалась огромная статуя льва, символ стихии, замеренной богиней. У его лап сохранилась надпись «Да благословит Аллат того, кто не прольет кровь в храме богини». По одной версии, в храме от расправы могли укрываться преступники, по другой, более вероятной, это намек на бескровные жертвы богини. Однако самым загадочным божеством является неведомый бог – Аллаха-Длаеда, или просто Аллах. У него не было своего храма, но по количеству граффити, коротких текстов и посвящений его культ явно преобладает в Пальмире, особо среди небогатых жителей города. Не существует ни одного его изображения или храма, все надписи говорят о нем иносказательно «Да будет благословенно имя его вовеки», так говорит Хайран, сын Ямлы, или же «Да будет благословен он, милостивый и благой, ибо его звали, и он услышал». Но Арай, сын Макима, заявляет: «Воздаю хвалу тому, чье имя благословенно вовеки. В час нужды мы призвали его, и он услышал нас и пришел». Здесь присутствует совершенно иная интонация. В отличие от сухих стандартных молитвенных формул, посвященных другим богам, к неведомому богу обращается с искренним переживанием. Он не бог племени или определенной местности, это личное божество, к которому обращаются в час крайней нужды. Некоторые формулировки напоминают иудейские или раннехристианские воззвания: «О Господь, простирающийся над всем! О Владыка престола!» Однако в этих же посвящениях упоминаются и, например, отеческие боги Пальмиры. В церемониях принимают участие и жрецы храма Бела, и члены городского совета, известные по их дарам и обращениям к другим богам. Тем более некорректно соотносить это с иудейским присутствием, поскольку иудейская диаспора в городе существовала отдельно. На средства еврейских купцов была основана синагога близ главной улицы. Однако участие иудеев в жизни Пальмиры было незначительным. Сохранилась лишь пара имен, следы синагоги и несколько могил. Еще меньше известно о проникновении в оазис христианства. По всей видимости, до IV века организованных христианских экклесий в Тадморе не существовало. Изменения, происходившие в большом мире, не могли не затронуть Пальмиру. О ее роли в римо-парфянских войнах мы ничего не знаем, но при Трояне город становится неотъемлемой частью римского мира. К нему указом императора были проложены новые дороги, соединявшие Тадмор с новообразованной провинцией Аравии. Тогда же по указу императора был создан пальмирский военный отряд, включенный в римскую армию – Alla Dromedaриum Palmyrinorum. Всадники на верблюдах, охранявшие растянувшиеся дороги, соединявшие римские гарнизоны и караванные стоянки с Тадмором, подчинялись стратегу Пальмиры, но теперь они вынуждены были исполнять и приказы римских офицеров. Со времени Трояна все больше латинских имен появляется в городе, вместе с откупщиками налогов и чиновниками приходят и военные. При визите Адриана в Пальмиру упоминаются уже несколько римских когорт, расквартированных в городе, а императорским указом Тадмор получает двойное имя – Пальмира Адриана. Тогда же Пальмира становится римской колонией с правом самоуправления.
В последующую большую войну с Парфией при Луции Вере в 162 году отряды пальмирских лучников занимают отбитую у парфян крепости на Среднем Ефрате, например, Дура-Европос, где еще до этого несколько веков существовала богатая пальмирская диаспора. Окончательное включение Пальмиры в Пакс Романа не навредило пальмирским общинам на Востоке, они все еще процветали в Парфии. Так, в 180-х годах братство купцов из Пальмиры возводит в Валагесии, то есть одной из парфянских столиц, Августион, храм культа римского императора. По одной из версий, они же ответственны за появление августионов в Индии. Датированные 157 годом, возникают пальмирские надписи в устьях Инда, свидетельство постоянной торговой фактории. Именно в эту эпоху пальмирцы проникают дальше всего на восток, причем не только морским путем, но и следуя по парфянским караванным маршрутам. В Мерве возникает пальмирская торговая фактория, засвидетельственная 2 погребальными стеллами, принадлежавшими Байт дочери Хайрана и Мезаббану сыну Борея. Несколько погребальных стел с пальмирским текстом происходят из древней Сагдианы. Можно предположить о существовании фактории Тадмариев еще дальше на восток, в Самарканде. По всей видимости, основанная сеть пальмирских факторий, охватывающая огромные территории от Рима до Индии и от Мерва до Египта, предвосхитила появление другой сероязычной сети – несторианских торговых факторий и епархий, возникших в поздней античности. В этом пальмирцы в определенной мере были первопроходцами. Впрочем, несмотря на относительное благополучие, среди пальмирцев все чаще появляются жалобы на задержки караванов. Невиданное дело, при Луции Вере караваны из Месопотамии не шли на запад 4 года подряд, что вызвало закономерную тревогу у властимущих в Тадморе. Парфянская граница становилась зоной постоянных столкновений римлян, парфян и кочевников, потому все чаще упоминаются снаряженные за большие деньги отряды, сопровождающие караваны. Обычного пальмирского войска стало не хватать. Таймарсу, глава каравана из Харакены в Пальмиру, вынужден был заплатить 300 золотых конному отряду за защиту от арабов. Средства шли на счет 2 новых стратегов – стратегос Ката Тонно Мадон, стратега против кочевников, и стратегос Эпитес Эйренес, стратега по поддержанию мира. Все чаще встречаются отчеты о назначенных пальмирской знати литургиях, добровольных повинностях по поддержанию мира. Прежняя модель союзов и договоров в пустыне постепенно переставала работать. Однако в это же самое время пальмирские фактории проникают дальше на запад, в Александрию, на Родос и, конечно же, в Рим. В Вечном городе состоятельные купцы пальмирской диаспоры заказывают у местных мастеров вотивные стеллы с изображениями Белла, Яхрибола, Аглибола и прочих отеческих богов. Лишенные возможности участвовать в пиршествах в Пальмире, купцы открыли храм Белла в Риме, поражая коренных римлян экзотическими процессиями, громом литавров и пышными даже по меркам столицы империи пирами. Специи, благовония и драгоценный шелк, доставленные по безопасным римским дорогам к гаваням Средиземного моря – вот источник сказочного богатства Пальмиры. Шелковые фрагменты найдены, например, в могилах богатых горожан Пальмиры, однако погребальные саваны сильно повреждены грабителями. Так еще в античную эпоху считалось, что такой шелк имеет магические свойства. Небольшие фрагменты шелковой ткани, например, помещались в амулеты, или на них писались особые заклинания, изгонявшие демонов болезни и смерти. Безусловно, период после Адриана – золотой век в истории Пальмиры. Население города без окружающей хоры насчитывало порядка 200 тысяч человек, делая Тадмор равным великим городам античного Средиземноморья. Сложные ирригационные проекты позволили расширить обрабатываемые земли далеко за пределы изначального оазиса. Ко времени Адриана мы слышим, например, об оливковых садах, находящихся под покровительством бога Белла. Свидетельством масштабов экономической жизни служит знаменитый таможенный тариф, окончательная версия которого относится к 137 году. Надпись представляет собой как старый, так и пересмотренный или уточненный текст налогового указа. Поздняя часть предусматривает надзор за трактирщиками со стороны чиновников от Сената и призвана уменьшить трения между трактирщиками и торговцами. Один из самых дорогих товаров, ввозимых в город и облагаемым налогом в 20 динариев, были рабы и проститутки, товар особой роскоши. Духи и благовония, прибывающие в город издалека, облагались оптовым налогом, но братство парфюмеров вынуждены были покупать лицензии, пополняя городскую казну. При этом в тексте не упоминается ни шелк, ни восточные пряности. Все эти товары были предметом общеимперских, а не местных налогов, и потому оценивались отдельно. Однако не только сказочным богатством и роскошными храмами славится Пальмира. В мировую историю она вошла благодаря краткому периоду политического возвышения.
Первая тревожная тень пролегла с востока в 225 году, когда во время очередной войны с Парфией римляне заняли небольшой остров Анна на Ефрате. Гарнизоном в крепости стали пальмирские лучники под началом одного из знатных тадморцев из Бене-Маттабол. За год до этого в далеком Иране прогремела битва при Хармиздагане, в которой был разбит последний парфянский царь Артабан IV. На востоке, в пыли конных стычек и лязге доспехов, рождалась новая сверхдержава – царство сасанидов. Уже через 5 лет первый царь сасанидов, Ардашир, захватил остров Ана, перебив гарнизон. Это была первая римская крепость, захваченная персами. После нее Ардашир осадил Нисибис, вынудив Александра Севера двинуть войска на восток. Пребывание императора в Пальмире отмечено посвятительной надписью, в которой также указано, что стратег города послал с императором отряды в пустыню. Война принимала катастрофический оборот для римлян. С востока, с берегов Ефрата, в Пальмиру потянулись беженцы. В огне сражений погибла Хатра, великий караванный город в Месопотамии, с которым мы еще встретимся в свое время. Часть жителей бежала в Пальмиру. Около 220 года в Пальмире родился Аденат, сын Хайрана, внук Вахабалата. Все имена его предков не пальмирские, они точно указывают на арабское происхождение будущего великого тадморца. Впрочем, Хайран, сын Вахбалата, имел и греческое имя – Герод, сын Афинодора. В космополитичной Пальмире этим было никого не удивить. Примечательно, что его династия, в отличие от многих кланов Пальмиры, насчитывала лишь 3 поколения. Его прадед Насор был основателем ее. О каких-то свершениях этого семейства ничего не известно. Как римский гражданин, Аденат обладал и римским именем – Луций Септимий Аденат. И, вероятно, он, как и его отец, служили в вспомогательных войсках в Сирии. Впервые его упоминания появляются на статуе, пожертвованной городским советом Пальмиры в 252 году, где он назван прославленнейшим сенатором, экзархом Пальмиры. Он симпозиарх бога Бела на этот год, за что и удостоен почести. Титул экзарха или рас-тадмор, главы Пальмиры, необычен, и ранее в Пальмире он не встречается. Это явное доказательство того, что Аденат, пользуясь своим положением, связями с римской властью в Сирии и значительными денежными средствами, постепенно захватывал власть в оазисе, не отменяя при этом ни совет, ни стратегов. Скорее всего, Аденат стал сенатором в смутные годы правления Филиппа Араба. Не исключено, что Аденат был знаком с императором во время службы во вспомогательных войсках в Сирии, и брат Филиппа, Приск, ректор Ориентис, наместник восточных провинций, мог благоволить своему земляку. Кроме того, назначение указывает на то, что кандидат должен был обладать значительным состоянием, по крайней мере, 1 миллионом сестерцев. Времена, в которые складывалась карьера Адената, были временем тектонических сдвигов. Второй царь сасанидов, Шапур, разгромив в 252 году римскую армию при Барбалиссе, вошел в Сирию. Фактически после этого поражения римская армия на востоке переставала существовать. Без препятствий Шапур прошел через всю провинцию, по его утверждениям даже взял Великую Антиохию. Преграда возникла неожиданно, когда армия персов подошла к Эмессе. Жрец Элагабала Шамшигерам, потомок уже знакомой нам династии, собрал разноплеменное ополчение для защиты храма и сумел отбить персидский набег. Примечательно, что после своей славной победы жрец Эмессы поверил в свое божественное предназначение, став чеканить монеты от имени Урания Антонина, но через 1,5 года был убит. Неизвестно, принимал ли участие Аденат в этом сражении, но, безусловно, он не мог не сделать выводы о том, сколь хрупкое равновесие на Римском Востоке. Легенда, записанная уже в VI веке нашей эры, повествует о том, что Аденат направил послов к Шапуру, и тот якобы приказал выбросить все его дары и потребовал признать власть персидского царя царей. Как и большинство подробностей жизни Адената, это, скорее всего, украшенная легенда, учитывая, что по милости императора Валериана в это же время Аденат получал новые должности в управлении восточными провинциями. Едва ли это было бы возможно, если бы его связи с Шапуром в обход римлян стали достоянием общественности. В конце 257 года Аденат был повышен до консульского звания. Он назван «Clarissimus consularis», сенатором, достигшим консульства. Это повышение означало, что Валериан поручал Аденату защиту персидской границы, наделив его широкими полномочиями. Например, надпись из Тира в Финикии показывает, что Аденат был там признан, почитаем и отмечен как Клариссимус. Будучи консулом, Аденат превосходил бы по рангу командиров легионов и любого другого чиновника в Сирии Финикийской, и он был бы уполномочен командовать всеми армиями на Востоке.
С прибытием нового императора на восток война разгорелась вновь. Шапур занял Дур-Европос, что нанесло сильный удар по Пальмире. В Дуре погиб весь пальмирский гарнизон, а кроме того, важная торговая фактория оказалась более недоступна для тадморцев, вынудив их искать новые пути на восток. Караванная торговля, источник процветания, оказалась под угрозой. Последний караван, вернувшийся из Валагисии, датирован 247 годом. После этой даты сохранились лишь отдельные фрагменты текстов, в которых купцы благодарят богов за то, что с боем смогли достичь Пальмиры. Персидская граница закрывалась для пальмирских купцов. Наконец, в 259 году при Эдессе в персидский плен попал сам император Валериан, а римская армия была разгромлена. В это время Аденат собирался нанести удар по Месопотамии и разрушил город Нахардею, очевидно собираясь наступать далее на Ктесифон. Но с пленением Валериана этот план провалился. Персидская армия разбрелась по Сирии, востоку Малой Азии и Киликии, сжигая и грабя все на своем пути. Сил противостоять даже рассеянным персидским отрядам в провинции не оставалось. Еще одна легенда об Аденате связана с историей о том, что после плена Валериана он разгромил главную армию Шапура, шедшего с добычей через Пальмиру, и даже захватил царский гарем, который отдал своему сыну. Вероятнее всего, успехи были гораздо скромнее. Аденату удалось собрать значительные силы пальмирского ополчения и арабских племен и с ними отразить персидский набег. Остатки разбитых войск собрались в Эмесе, где начало над ними взял Тит Фульвий Макриан, заведовавший финансовым ведомством и снабжением армии плененного императора. Полагаясь на поддержку остатков римских войск, он принял на себя командование восточными провинциями. Его полководец Каллист, имя которого источники упоминают под прозвищем Баллиста, сумел отбить несколько персидских набегов в Киликии, и, согласно одной из версий, именно он захватил гарем Шапура. Макриан-старший не назначил себя императором, но возвел двух своих сыновей, Макриана-младшего и Квиета, в ранг августов. Он оставил Квета с префектом притория Баллистой в Эмессе и двинулся с младшим Макрианом в Рим. При этом он забрал большую часть и без того поредевших войск с собой, фактически обезоружив римские провинции на востоке. Однако армия узурпаторов была разбита во Фракии, а оба Макриана убиты их же солдатами. Узнав о поражении мятежников, Аденат, до этого ничего не предпринимавший, выступил на запад в Эмессу. Граждане города выдали ему Квиета, а Каллист Баллиста бежал, но вскоре был разбит. Судя по всему, именно в 261 году Аденат перенес свою ставку из Пальмиры в Эмессу. Громкие титулы «Dux Romanorum», «Вождь римлян» и «Corrector totius Rientis», «Исправитель всего Востока», хотя и встречаются лишь в посмертных чествованиях Адената, однако, безусловно, подтверждают его исключительный статус на всем Римском Востоке. После поражения Макриана только Аденат обладал достаточной силой для сдерживания персидской экспансии на Востоке и авторитетом среди оставшихся римских войск в восточных провинциях. Безусловно, новый император Галиен вынужден был признать сложившийся порядок, подтвердив широкие полномочия Адената и полагаясь на его верность Риму и былые заслуги в войнах в Сирии. Сохранившиеся упоминания в поздней истории августов о том, что Аденат провозгласил себя императором всего Востока, часто встречающиеся в литературе, результат очевидной путаницы. Ни в одном синхронном источнике упоминаний об этом нет. Вероятнее всего, он был императором в изначальном римском значении, то есть полководцем с широкими полномочиями на определенный период. На это намекает и история августов, говоря, что Аденат заслужил этот титул своими победами. В этом же контексте стоит воспринимать титул «Dux». Пальмирский вождь становился главой всех римских гарнизонов на Востоке, заведующий охраной границ. Так, в это же самое время дуксом были назначены Марк Корнелий Октавиан, заведующий охраной пустынных границ Африки, и Аврелий Августиан, принявший командование войсками в Македонии для отражения набегов германцев. Таким образом, ни о каком создании Пальмирской империи пока речи не шло, а Аденат лишь обязался поддерживать порядок в опустошенных восточных провинциях. В этом же ключе Аденат был отмечен арамейской надписью в Пальмире, где он прославляется как «восстановитель порядка», что, очевидно, является калькой с римского термина «корректор». О последующих действиях Адената источники сохраняют путанные сведения. Около 161 года он собирает большую армию из римских, пальмирских и арабских отрядов и следует по древнему караванному пути на восток. Он намеревался захватить Ктесифон, разгромив столицу Шапура. По всей видимости, у Адената созрел план создать в Месопотамии и Пальмире клиентское царство, подчиненное Риму. Ради этого он пошел на невероятно смелый шаг, приняв титул царя царей, бросая тем самым вызов Шапуру.
Однако о судьбе его восточной кампании ничего не известно. То ли Адинат был разбит у стен персидской столицы, то ли он просто не смог взять прекрасно укрепленный город. Так или иначе, в следующем году он вынужден был вернуться ни с чем, сохранив лишь громкий титул. Для римлян этот титул оставался пустым звуком. Власть империи в восточных провинциях, подконтрольных Адинату, сохранялась. Галиен собирал налоги, назначал губернаторов, предоставив военное командование пальмирскому владыке. Во всех походах Адината сопровождал его сын от первого брака Хайран, известный также под эллинизированным именем Герод. История Августов создает явный контраст между суровым, привыкшим к военным лишениям Адинатом и его сыном. Это был человек, превосходивший всех своей изнеженностью и совершенно утопавший в восточной и греческой роскоши. У него были палатки с рельефными украшениями, золотые шатры и вся персидская пышность. Но, невзирая на восточную пышность, Хайран был отмечен в надписях в Пальмире как защитник караванов и наравне со своим отцом гарант процветания города. Еще одним интересным источником этого периода является 13-й Севиллин оракул, появившийся на Востоке во время восстания Шамшигерамов и Месси, и затем дополненный при Адинате. О Шамшигераме текст пророчества гласит, что он возвышенный жрец, посланный солнцем. Автор явно еще не знал о судьбе этого узурпатора. Зато следующие строки уже относятся к Адинату. Так о нем пророчествуется, что «придет посланный солнцем страшный лев, дышащий огнем. С великой и безрассудной храбростью он уничтожит рогатого быстрого оленя и огромного плюющегося ядом страшного зверя, выпускающего много стрел, и кривоногого козла. Слава будет сопутствовать ему, совершенный и безупречный и грозный. Он будет править римлянами, а персы будут слабы». Под кривоногим козлом подразумевается, скорее всего, Макриан, известный своей хромотой. Страшный зверь, плюющийся ядом, это, скорее всего, Шапур. Под оленем может подразумеваться или Каллист, или Квиет, один из соперников Адината. Этот текст, иллюстрирующий пальмирскую пропаганду, явно созвучен двум роскошным мозаикам, созданным в это же самое время в Пальмире, совершенным шедевром эллинистического искусства оазиса. На одной из них изображен Белерафонт, восседающий на Пегасе и поражающий Химеру, сюжет уникальный для восточных провинций империи. Одежда всадника, причудливое сочетание греческих, римских и восточных элементов явно следует канону пальмирской моды. Трехглавое чудище олицетворяет одновременно поверженную Персию и силы хаоса, замеренные героем. Знакомым с вавилонским эпосом о творении жителям Пальмиры, помимо очевидных политических коннотаций, это изображение указывало на параллели с победой Мардука над Тиамат. С двух сторон героя окружают орлы, несущие венки победы, божественный символ в искусстве оазисов. Другой сюжет, столь же восточного вида всадник, поражает тигров на охоте. Композиция мозаики явно воспроизводит столь любимый в персидской традиции этого периода охотничий сюжет. Царь, побеждающий на охоте, изображался на серебряных блюдах, которые рассылались в качестве подарков. Свирепые герканские тигры на мозаике – это явный символ победы над персами. Интересна надпись на арамейском языке, содержащая следы корректировки. Диодот и его сыновья сами создали эту мозаику. Надпись явно создана тем, кто не умел писать по-арамейски. Некоторые буквы сильно деформированы. И тем более необычно выглядит надпись мастера, помещенная на самом видном месте мозаики. Совершенно нетипичное явление для этой эпохи. Однако, если поменять местами странно выглядящие знаки в тексте, получится вполне осмысленная надпись «Наш господин с сыновьями». Это безусловная отсылка к Адинату и Хайрану. О последних годах жизни Адината сохранились лишь противоречивые сведения. По одной из них, сообщенной Георгием Синкелом, Адинат направляется в новый поход против Персии, когда его призвал император Галиен. На Черноморское побережье Малой Азии напали герулы, и провинции Малой Азии нуждались в защите. Поспешив с войском на север, Адинат с сыном застал их у Гераклеи Понтийской и вынудил их бежать за море. Но в миг триумфа он и Хайран стали жертвой подосланного убийцы. По другой версии, смерть настигла Адинатов Эмесси на свадьбе своего друга. Античные авторы обвиняют в этом то Галиена, то племянника Адината, завидовавшего его судьбе, то его новую жену Зенобию. Но утверждать что-то с уверенностью невозможно. Все сохранившиеся источники были составлены по крайней мере на 1,5 века позже, и тайна смерти владыки Пальмиры так и останется неразгаданной. 17 лет эпохи Адината стали переломными в пальмирской истории. Правитель Пальмиры сосредоточил в своих руках фактически всю военную власть на востоке империи. Методом заключения сложных союзов он создал прочные связи с арабскими племенами и обеспечил рост Пальмиры как политического центра региона.
В Пальмире осталась вдова Адината, Бат-Забай, дочь Забая, чье имя в эллинизированной форме звучит как Зенобия. Начиная с истории Августов, образ загадочной восточной царицы Пальмиры надежно закрепился в западной исторической традиции, и ее история обрастала многочисленными легендами. Так, в истории Августов говорится, что она вела свой род от Клеопатры и утверждала, что состоит в родстве с Птолемеями и Селевкидами. Учитывая сложные династические связи на эллинистическом Востоке, это не столь уж фантастично. Однако подобные параллели в римской литературной традиции явно приукрашены ради литературного эффекта. Риму предстояло иметь дело с новой Клеопатрой. История Августов рисует образ фем-фаталь. Дух ее божественный, очарование невероятное, белизна ее зубов была такова, что большинство думало, что у нее не зубы, а жемчужины. Охотилась она со страстностью испанцев. Она часто пила с вождями, хотя и была трезвенницей. Пила она и с персами, и с армянами, да так, что даже в этом побеждала их. Впрочем, как и во многих случаях позднеантичной литературы, это описание состоит из цитат, собранных из других фрагментов истории и ссылок, например, на сатиру Ювенала, поскольку основной целью автора было создание наставительной и нескучной истории, а не изложение биографии самозванки с Востока. Интересно, однако, замечание о том, что Зенобия говорила по-гречески и по-египетски, но ее латынь была нехороша, и говорить на языке Вергилия она стыдилась. После внезапной смерти Адината армия, которой он командовал, уцелела. В ее составе были римские легионы, вспомогательные войска и контингенты, верные самому Адинату, набранные из сирийцев и пальмирцев. И все же, несмотря на столь стратегически важный ресурс, никто не счел возможным занять его место. Между тем, в самой столице империи судьба сыграла на руку Востоку. Галиен, союзник Адината, был убит в том же году, что и Адинат. Его преемник Клавдий II, вскоре прозванный Готским за победу над готами в 269 году, не имел ни возможности, ни времени вмешаться в сирийские дела. Его правление длилось всего 2 года. Летом 270 года он умер от чумы, и Восток остался без внимания. Что происходило в Пальмире в это межвластие, окутано туманом. Судя по всему, сразу после смерти мужа Зенобия обеспечила себе регенство над своим сыном Вахбалатом и без открытого сопротивления со стороны пальмирцев наделила его титулом царя царей. Хотя титул Клариссимус, самый прославленный, Вахбалат унаследовал законно, как сын Адината, титул Консулярис явно был присвоен без римского согласия. Однако пока вся эта пышная титулатура не означала реальной власти. С течением времени Вахбалат начал именоваться и император, и дукс Романорум, что прозрачно намекало, он претендует на руководство римскими войсками. Ключевое событие, обозначившее новый вектор пальмирской политики, произошло в том же 270 году, когда Зенобия отправила армию под командованием полководца Септимия Забды в поход на Египет. Безусловно, главной ее целью был контроль над торговыми маршрутами, захват порта Александрии и Коптоса, что позволило бы восстановить утраченные связи с Востоком. Тем более Септимий Забда мог рассчитывать на поддержку многочисленных пальмирских общин, проживавших к тому моменту в Египте повсеместно, и полагаться на отряды дромедариев, набранных из жителей оазиса для охраны Ливийской пустыни. Кроме того, в 268 году пальмирская община в Коптосе пострадала из-за того, что город захватили кочевники Блеммии. Этот поход стал возможным потому, что префект Египта Тиногенон Проб с основными силами отплыл по приказу Клавдия на войну с германскими пиратами в Средиземном море, и долина Нила была фактически оставлена незащищенной. В то же время в Египте вспыхнуло восстание, возглавленное неким Тимогеном, который именовался верховным жрецом Александрии и всего Египта. Археологические данные, обнаруженные в Александрии, свидетельствуют о разрушениях, датируемых примерно этим периодом. Существует версия, согласно которой сам Тимоген призывал Зенобию вмешаться. Первая экспедиция Пальмиры вскоре отступила, оставив лишь незначительный гарнизон. Однако Проб вернулся, и тогда, когда казалось, что ему уже улыбается удача, Забда вернулся с подкреплением с востока. Он разбил губернатора, и тот покончил с собой. Египет оказался в руках Зенобии. Интересно, что египетская бюрократия продолжала формально признавать римских императоров. В официальных документах продолжало фигурировать имя Клавдия до конца сентября, затем на короткий срок его брата Квинтила, и только потом Аврелиана. Но некоторые папирусы осени того же года вовсе опускают имя императора и консулов, как будто местные чиновники колебались, кого признать в столь нестабильной ситуации.
Это молчаливое замешательство может указывать на то, что Зенобия умело воспользовалась хаосом. Германские вторжения на Западе и восстание в Египте создали уникальную возможность. В то же время история Августов сообщает об экспедиции, якобы посланной Галлиеном на восток, а затем уничтоженной пальмирцами. Руководителем был некий Гераклиан, которого некоторые отождествляют с Аврелием Гераклианом, заговорщиком, убившим самого Галлиена. Но если это был действительно он, то рассказ явно анекдотичен. Невозможно одновременно организовать убийство императора в Риме и вести кампанию на Востоке. Следовательно, если экспедиция и имела место, то, скорее всего, ее следует отнести к последним месяцам правления Клавдия II, который как раз мог желать восстановить порядок в восточных провинциях. Сохранились документы жалоб из Египта, призывающих императора спасти от притеснений со стороны пальмирских захватчиков. Как бы то ни было, Египет оказался во власти Пальмиры. По пути Забда прошел через провинцию Аравия, где находился Третий Киренаикский легион, дислоцированный в Бостре. Согласно Малале, хронисту VI века, и латинской надписи из того же города, пальмирская армия встретила ожесточенное сопротивление. В надписи говорится о восстановлении храма Юпитера Хамона, покровителя легиона, разрушенного врагами из Пальмиры. В той же истории Августов упоминается, что спустя несколько лет этот же легион разграбил храм Солнца в Пальмире, отголосок старой обиды, нанесенной Киренаикскому легиону, видимо, именно тогда. Таким образом, захват Египта почти синхронен с провозглашением Аврелиана императором осенью 270 года. Уже в декабре египетские папирусы начинают упоминать двух правителей – Аврелиана с полным набором императорских титулов и Вахабалата, фигурирующего как Луциус Аурелиус Септимиус Вахабалатус Афинодорус Вир Клариссимус Рекс, консул, император, дукс Романорум. Имя Афинодор, являющееся греческим эквивалентом имени Вахбалат, дар Афины или дар Аллат, использовалось для того, чтобы сделать восточного царя более римским в глазах грекоязычной публики. Тем не менее, несмотря на громоздкость и имперскую претенциозность, ни один из этих титулов, кроме, возможно, император, не делал его формально римским правителем. Консулом он не был, хотя и командовал римскими войсками, и для Аврелиана все это было не более чем дерзким самозванством. Точная дата вступления Зенобии в Великую Антиохию остается неизвестной, но, скорее всего, это произошло уже сразу после египетской кампании. Монетный двор Антиохии, возобновивший чеканку после краткого перерыва, начал выпускать монеты с портретами обоих правителей – Аврелиана и Вахабалата. На них изображен юный пальмирский царь с диадемой и развивающимися лентами, атрибутами эллинистической царственности. Видимо, в этом проявлялись его притязания на наследие селевкидов и Птолемеев. В то же время похожие монеты выпускаются и в Александрии. И в то же время на дорогах Сирии, Аравии и Иудеи появляются новые вехи с надписями от имени Вахбалата. И все они перечисляют его царские титулы, но полностью игнорируют Аврелиана. Это уже было не просто символическое проявление амбиций, это была прямая узурпация императорской власти. Особенно показателен текст с дорожной вехи между Пальмирой и Эмессой, написанный одновременно на греческом и арамейском языках. Она гласит: «За жизнь и победу Септимия Вахабалата Афинодора, славного царя царей и исправителя всего Востока, сына Септимия Одината, царя царей, и за жизнь Септимии Бадзабаи, славной царицы, матери царя царей, дочери Антиоха». Эта надпись явно предназначена для сирийской аудитории и служит подтверждением официального статуса Зенобии как соправительницы, хранительницы династии и, возможно, архитектора всей кампании. Иногда предполагается, что такие действия были не провокацией, а предложением, своего рода дипломатическим жестом в сторону Аврелиана, намеком на возможный компромисс. Но если дипломатические шаги предпринимались, то история о них умалчивает. Противостояние было неизбежным. Это был зенит пальмирского могущества. Под властью Зенобии, порой и номинально, оказался почти весь Римский Восток, Сирией, Египтом и Малой Азией. В этот момент два пальмирских военачальника распорядились установить статуи на пьедесталах колонн Большой колоннады. Одна из них была посвящена покойному Одинату и гласила: «Статую Септимия Одината, царя царей, исправителя Востока, воздвигнутая могущественнейшими Септимиями, Забдой, главнокомандующими армией, и Заббаем, начальником армии Тадмора, для их господина, в месяце Аб года 582, то есть в августе 271 года». Общепринято считать, что под армией Тадмора подразумевались местные контингенты, подчиненные Заббаю, тогда как оставшиеся римские легионы оставались под командованием Забды. В это же время ко двору Зенобии прибывает неожиданный гость – философ Кассий Лонгин.
По матери он был сирийцем из Эмессы и поддерживал тесные связи с сирийскими интеллектуалами в городе Солнечного Бога. Вместе с Плотином он учился в Александрии у Амония Саккаса и, получив блистательное образование, направился в Афины, где преподавал в Платоновской академии. Он был блистательным филологом и комментатором Платона, воздерживаясь от той новаторской смелости, с которой подходили к платонскому корпусу последователи Плотина. Решив проведать друзей в Эмессе, Кассий Лонгин покинул Афины, чтобы затем никогда туда более не вернуться. Его допустили ко двору Зенобии, где он представил панигирик Аденату, изображая его идеальным платоновским правителем-философом. Уже находясь в Пальмире, он писал своему другу, с которым познакомился в Афинах, еще одному сирийцу, Малху, известному нам как Порфирий, с просьбой привести ему Энеады Плотина, который тот редактировал. Кроме того, он уговаривал Порфирия приехать в Сирию, поскольку климат там куда здоровее, чем в Риме. Однако Порфирий был болен и так и не выполнил просьбы своего друга. Впрочем, решившись остаться в Пальмире, Кассий Лонгин предопределил свою судьбу. Еще интересная деталь – в этот же период в Пальмиру прибыли проповедники новой религии – манихейства. И хотя благочестивая манихейская легенда говорит о том, что им удалось обратить царицу Тадмора в свою веру, по всей видимости, они в этом не преуспели. Однако именно в этот период манихейская проповедь проникает дальше на запад, в Сирию и Египет, где ей предстоит сыграть важную роль. Император Аврелиан не медлил. Уже в следующем году он направил экспедицию под началом полководца Проба, которая вернула Египет почти без боя. Последнее упоминание в египетских папирусах, где Аврелиан и Вахабалат фигурируют одновременно, датировано апрелем 272 года. Уже в июне имя Вахабалата исчезает. Поняв, что ситуация необратимо изменилась, Зенобия решилась на последний решительный шаг. Она официально провозгласила своего сына императором, а себя императрицей. С этого момента уже нельзя было продолжать прежнюю игру в политическое двусмысленное равновесие. Вахабалат, ранее официально фигурировавший как младший соправитель, стал полноценным соперником Аврелиана. Обе стороны приняли вызов. Александрийский монетный двор успел отчеканить несколько крайне редких экземпляров с изображением Зенобии как Августы и Вахабалата как Августа. На некоторых сирийских монетах того же времени имя юного императора появляется в виде искаженной латинской формы «вхабалатус», что красноречиво говорит о торопливости и неопытности граверов, скорее всего, арамейцев, не владевших в совершенстве латынью. Реверсы этих монет украшены изображениями вооруженных богинь, обозначенных как Венера или Виктория, однако и здесь встречаются грубые ошибки в латинских легендах. Все это указывает на чеканку, проведенную вне крупных монетных центров, возможно, уже после потери Антиохии в Эмессе. Монеты с изображением Зенобии еще более редки. Ее портрет на них явно списан с портрета императрицы Салонины, чеканившейся на монетах императора Галиена, что является признаком нехватки времени и ресурсов. До конца не ясно, как долго Зенобия контролировала провинции Каппадокию и Галатию, скорее всего, менее года. Анкира, нынешняя Анкара, не оказала сопротивления, и только Тиана в Каппадокии попыталась закрыть ворота, но вскоре сдалась императору без боя. Аврелиан без преград достиг Антиохии, где на равнине Имма, к западу от города, состоялось столкновение с войском Зенобии. Зенобия выставила свою армию в боевом порядке, и Аврелиан, сочтя победу неизбежной, вступил в сражение. Заметив, что пальмирская кавалерия сильно полагается на свои тяжелые доспехи и искусство верховой езды, император применил хитрость. Он велел своей кавалерии отступать при столкновении, изображая бегство, чтобы утомить пальмирцев. План сработал. Измученные противники потерпели поражение. Остатки армии отступили в Антиохию. Тогда Септимий Забда под именем Лабдас Узосима, чтобы предотвратить панику, устроил инсценировку. Он вывел на улицы человека, переодетого как Аврелиан, и провел его по городу как бы как пленного императора, взятого в бою. Благодаря этой уловке удалось усыпить бдительность горожан и эвакуировать остатки армии и Зенобию в Эмессу. Тот факт, что Забда не пытался защищать Малую Азию и быстро отступил к югу, говорит о слабости пальмирской армии по сравнению с легионами Аврелиана. Битва под Эмессой также была проиграна. Аврелиан вошел в город, и войска Зенобии отступили к Пальмире, отделенной лишь 150 километрами пустыни. Эта дорога могла быть пройдена за неделю. Бедуинские племена могли бы нападать на наступающую римскую армию, но по более позднему источнику между арабами и Зенобией произошел конфликт, и вождь арабов из племени Танух, с которым мы еще встретимся, стал кровным врагом Зенобии.
Даже если он не нанес поражение царице Пальмиры, как утверждает более позднее предание, арабы вполне могли предоставить римлянам провиант и изматывать отступающих пальмирцев набегами. Зосим приводит письмо, приписываемое Аврелиану, где говорится, что Зенобия – это не просто женщина, а серьезный враг. Город хорошо подготовлен к обороне, запасен стрелами, копьями, камнями и даже огнеметными метательными снарядами. И каждая часть стены защищена несколькими боевыми машинами. Но это, скорее всего, литературная фантазия. Археологические данные подтверждают, в то время Пальмира не имела регулярных укреплений. Окружавшая ее глинобитная стена высотой всего несколько метров служила скорее в качестве таможенной линии для регулирования караванной торговли, нежели оборонительным рубежом. Настоящие валы были построены уже после взятия города, скорее всего, по приказу самого Аврелиана. Потому, скорее всего, никакой долгой осады не было. Согласно одной из версий, Зенобия попыталась бежать к своим давним врагам, к персам. Однако она была схвачена на берегу Ефрата, когда пыталась переправиться, и передана Аврелиану. У нас есть два эпиграфических свидетельства, косвенно подтверждающих дату взятия Пальмиры. Одна надпись, обнаруженная в святилище Белла, датирована мартом 272 года и отмечает завершение срока службы сенатора Септимия Хадуддана, как главы коллегии жрецов. Вторая на каменной табличке также упоминает Хадуддана, но уже как человека, помогавшего войскам Аврелиана в августе того же года. Это позволяет предположить, что сдача города произошла в августе 272 года. Интересно, что Хадуддан остался в своей должности, был переизбран и поблагодарил своих коллег в конце следующего года. Знак того, что, скорее всего, немедленно он подчинился римлянам, предвидя бесполезность сопротивления. Впрочем, итог известен. Зенобия была пленена и сопровождена в Рим, чтобы участвовать в триумфе Аврелиана. Наряду с ней в шествии шли германские вожди и Тетрик, бывший правитель Гальской империи. Одна версия утверждает, что Зенобия умерла вскоре от голода, другая, более живописная, описывает ее идущей по улицам Рима в триумфе Аврелиана, увешанной драгоценностями и закованной в золотые цепи, столь тяжкие, что ей помогал их нести некий персидский шут. Как бы то ни было, Аврелиан сохранил ей жизнь. Согласно поздней традиции, она была пожалована имением в Тибуре и жила там с новым мужем и детьми до глубокой старости, как бывшая царица. Ее дети, Вахбалат и многие дочери также нашли себе супругов сенаторского ранга. Ее потомков все еще можно было встретить в Риме после этого. Когда Зенобия и ее приближенные оказались в Риме в цепях, ведомые в триумфе победоносного Аврелиана, в самой Пальмире остался лишь небольшой римский гарнизон. Гражданское управление перешло в руки местного сановника по имени Апсай, чья кандидатура, безусловно, была одобрена самим императором. Его статуя стояла на главной улице, сопровожденная греческой надписью «Септимию Апсаю, гражданину и покровителю города». Имя Септимий, несомненно, признак принадлежности к ближнему кругу Одината. Это говорит о доверии и, возможно, о прежнем даровании римского гражданства. Но его звезда закатилась столь же быстро, как и взошла. Источники расходятся в деталях, но общая картина ясна. Согласно истории Августов, пальмирцы восстали и перебили 600 римских воинов, скорее всего, элитный конный отряд, и вместе с их командиром Сандарием. Тогда же они возвели на трон некого Ахиллея, якобы родственника Зенобии. Зосим, более осторожный и поэтому более достойный доверия, не упоминает ни о резне, ни об Ахиллее, но рассказывает о заговоре самого Апсая, стремившегося склонить префекта Востока Марцеллина к мятежу. Марцеллин, в свою очередь, известил Аврелиана, и тот, оставив дела на Балканах, немедленно повернул назад. Пальмирцы, не дожидаясь его прибытия, успели провозгласить нового императора, некого Антиоха, возможно, также родственника Зенобии. Как предполагают некоторые исследователи, его фигура могла быть использована в качестве знамени династической преемственности. Но, как бы то ни было, назначение было отчаянным. Аврелиан прибыл быстро, Пальмира не оказала сопротивления и вновь пала. Историки соглашаются с тем, что именно в этот период город подвергся масштабным разрушениям. Храмы Бела и Баал-Шамина, как ни странно, пережили бурю. Но были и разрушения. Храм богини Аллат на западной окраине города подвергся уничтожению, а от расположенного рядом храма Солнца остались лишь 2 камня. После этого события культурная идентичность Пальмиры стремительно растворялась. В гробнице юго-западного некрополя арамейская надпись от 274 года буднично сообщает об уступке 5 могильных ячеек для сыновей и внуков покупателю, как если бы имперский гнев не обрушился на Пальмиру. Это последняя достоверная арамейская надпись в истории города. Постепенно Пальмира превратилась в гарнизонный город с сокращающимся местным населением. Южная часть города была заброшена и, возможно, целенаправленно срыта с целью расчистки пространства для укреплений. В каменоломнях остались брошенные незавершенные колонны. Театр и колоннада остались недостроенными, великие проекты были приостановлены.
И тем не менее жизнь продолжалась. Назначение логистоса, административного чиновника, фиксируется по надписи, а это означает, что город все еще имел функционирующее административное ядро. Другая надпись, датируемая примерно 280 годом, сообщает о покрытии кровли базилики Арсу усилиями членов племени Бене-Маттабол, что указывает на сохранение племенной структуры пальмирского общества. Поскольку Пальмира Зенобии не имела крепостных стен, римляне возвели новую оборонительную линию. Стена окружала центральные монументальные кварталы от храма Белла до лагеря легионеров. Квадратная башня, равномерно расставленная по периметру, включали в себя случайно оказавшиеся на их пути погребальные сооружения. Южная стена Агоры была разобрана и встроена в вал. Судя по всему, стена была построена вскоре после подавления восстания в 273 году. Иное трудно себе представить, ведь Пальмира теперь была не просто местом дислокации легиона, но и важнейшим пунктом на стратегической дороге, соединявшей Акапский залив с долиной Ефрата и персидской границей. Между 293 и 303 годами при Тетрархии, когда Востоком управлял Соссиан Гиерокл, завершилось строительство нового военного штаба в западной части города. Это было монументальное здание, возведенное на искусственной платформе у склона холма. Парадный вход опирался на 4 монументальных колонны и вел в широкий зал, за которым располагались комнаты для хранения легионных архивов, казны и зал собрания офицеров. Центральная комната с апсидой предназначалась для штандартов и культовых изображений императоров, перед которыми ежедневно совершались жертвоприношения. По планировке штаб соответствовал стандарту римских лагерей, но отличался пышностью, поскольку был собран из архитектурных элементов, взятых из разрушенных зданий и гробниц города. Перед входом находилась площадь для построения войск с алтарем по центру. 2 улицы, Виа Притория и Виа Принципалис, пересекали ее под прямым углом. На их пересечении возвышался квадратный подиум с колоннами – грома, латинское название инструмента, служащего для фиксации прямых линий и углов, символический центр лагеря, ось новой римской Пальмиры. И хотя в облике ее еще жили очертания прежней восточной столицы, с каждым десятилетием она все более становилась военным аванпостом империи, где все меньше оставалось места для прошлого. Хотя о великих церемониях в храме Белла мы более ничего не слышим, религия Пальмиры не исчезла. В римской армии среди легионеров, происходивших из Пальмиры, культ Малагбела и Аглибола сохранил свое присутствие. Эти божества, некогда сопутствующие верховным божествам Оазиса, теперь были известны как ангелы, посредники между человеческим и божественным, в контексте личного, интимного благочестия. 2 надписи IV века, найденные в Египте, указывают, что среди сирийских солдат 3-го Гальского легиона почитание этих богов продолжалось. К концу IV века относится любопытное упоминание Пальмиры, превратившейся тогда в военный лагерь. Некий сирийский монах Александр по прозвищу Акимед, то есть бессонный, известный тем, что заставлял своих последователей денно и ночно петь псалмы, собрал на берегах Ефрата большую группу монахов из раскаявшихся разбойников. С благочестивой бандой он направился на запад и достиг ворот Пальмиры, которую он называл Градом Соломона. Горожане и солдаты лагеря закрыли перед бессонным ворота, заявив, что они не впустят монахов в город, поскольку в крепости мало припасов. Пришлось Александру идти дальше на запад, а его агеограф язвительно заявляет: это все потому, что жители Пальмиры – евреи. Заявление это, безусловно, безосновательно. Даже в эпоху расцвета в Пальмире была небольшая еврейская община, а к этому периоду, кроме гарнизона и небольшого числа местных жителей, там никого не было. Но едва ли это совпадение, что примерно в это же время христианские монахи уничтожают храм Аллат в Пальмире, разбивая украшения и статуи. V век – почти пустая страница в истории Пальмиры. Ни письменных, ни материальных свидетельств практически не осталось. Храмы либо разрушались, либо приходили в запустение. В самой Пальмире о продолжении жизни свидетельствует лишь скромное погребение. К северу от Римского вала было найдено около 70 могил, 4 из которых удалось датировать. Греческий язык на них груб, текст вырезан неумелой рукой, этот стиль не элиты чиновников, а обычных людей, сохранявших веру и память в условиях исчезнувшей городской культуры. Во время Юстиниана Пальмира вновь появляется на карте имперского внимания. Из Константинополя был послан Патрикий, чтобы возвести христианскую базилику и восстановить укрепления. Причиной были частые набеги сарацин, кочевников пустыни, тревоживших границу. Однако, помимо набегов, в сложное время после Юстиниана Пальмира представляла собой тихий аванпост, живущий среди руин. Имперские чиновники играли в нем вторичную роль, и епископы, скорее всего монофизиты, стали реальными руководителями города. Город-крепость не переживал потрясений, подобных тем, что сотрясали, например, Эмессу или Антиохию. Повторные персидские вторжения в Сирию неизменно шли по Ефрату, оставляя Пальмиру в стороне.
В разгар Великой войны с персами в VI веке римский гарнизон, по-видимому, окончательно покинул город. Его казармы постепенно приспосабливают к нуждам местного населения. А вскоре, в 634 году, Пальмиру заняли отряды Халида ибн Валида, мусульманского полководца. Это был первый город, захваченный мусульманами на их триумфальном пути. В мусульманское время Тадмор продолжает существовать в тени величественных руин, однако его история – удел совершенно иной эпохи.